Всем привет! В этом выпуске я покажу, как вяжутся выблинки и поставим первые паруса кливер и стаксель. Первым делом надо сделать шаблон. Расстояние между выблинками я взял из чертежа. Выблинки вяжутся специальным выблиночным узлом. Узлы фиксируются клеем, либо суперклеем, либо разбавленным ПВА. ПВА, наверное, более предпочтительнее, чем суперклей, потому что не оставляет глянцевых следов. На вязку выблинок ушло 2 дня, и это довольно муторный процесс. Далее подготовим наши паруса к установке на корабль. Первым делом на шкаторине, который парус крепится к леерам и реям, необходимо сделать отверстия под кольца и реванты.
Из иглы от шприца диаметром 0,8 мм я сделал пробойник. Прямые паруса я сначала по углам привяжу к рее питоновым узлом, а потом уже буду привязывать реванты. Реванты можно вязать несколькими способами. Я буду вязать тем, что на картинке снизу. Пробовал вязать тем, что сверху, но он более трудоемкий и его сложно сделать аккуратным. К рее ревант привязывается прямым узлом.
Парус с реем готов к установке на корабль, но надо будет еще удлинить шкентели блоков Гординий. Установку паруса показать на камеру без оператора очень сложно, поэтому расскажу, в какой последовательности устанавливаются и крепятся снасти. Сначала галсовый угол паруса привязывается к бугелю. Можно использовать простой прямой узел. Далее привязывается кливер-фал к фаловому углу паруса, и его можно сразу закрепить у основания мачты на утку. Дальше ставятся кольца, лучше их зачернить. В моем же случае этого не получилось. То ли проволока плохая, то ли жидкость для чернения уже состарилась. Чернение постоянно осыпалось, возможно, потом переделаю. Кольца делаются достаточно легко. Сначала навивается пружинка на хвостовике сверла необходимого диаметра, и кусачками откусываются кольца. Для облегчения спуска паруса существует нерал. Он крепится к фаловому углу паруса и проходит через кольца и блок к кофель-нагелю на борту. Осталось закрепить шкоты кливера. Длина шкентелей блоков тали на обоих шкотах одинаковая, и я взял ее примерную длину из чертежа. Лопари талии я закрепил к борту заранее, и они лежали в бухтах на палубе. Шкентели блоков талии крепятся к шкотовому углу паруса специальным узлом. Видимо, это нужно, чтобы их длину можно было регулировать. При установке стакселя длина шкентелей талии будет разная. Установка стакселя производится в той же последовательности.
на сегодня все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!